сути, когда мы делаем камин, мы сразу же сталкиваемся еще со второй проблемой, с проблемой вентиляции. И очень часто иногда бывают такие моменты, особенно сейчас, вам будет от ваших заказчиков миллионы звонков, когда у вас стоит дешевая топка, а дешевая топка, она чем отличается от вот этих современных? Она не герметичная. То есть у нее воздух, вернее, вентиляция и воздухообмен в комнате, где стоит такая топка, где стоит такой камин, происходит с таким своим естественным, только понятным путем. Поэтому бывает, что все тепло туда уходит, и точно так же зимой сейчас начнется, когда пойдет минусовая температура, воздух начнет заходить. Все понимают, почему он будет заходить именно в помещение. То есть, объясняю достаточно элементарно. У нас система вентиляции у людей непонятна. Они воспринимают систему вентиляции как вытяжная вентиляция. Но есть вытяжная, но нету приточной. И получается так, что все вент-каналы начинают работать на вентиляцию. Пока лето, окна открыты. Когда только минусовая температура, все закупоривается. И получается такой, дом работает, все вент-каналы, которые идут с кухни, которые идут из туалетов, они работают на вытяжку. А получается, как поршень. Это выходит, а дому надо откуда-то взять воздух. И он начинает засасывать через щели, если дверь какая-то неэффективна, она в дом попадает. И первым делом, которое самый широкий канал, через который может зайти воздух, это через 200-й дымоходик. Невысокий дымоход, он опустился, опа, и поскольку топка не герметичная, например, там есть, не буду называть производителей, польские там, например, да и даже французские, там, например, есть щель сверху, они ее называют вторичный дождик. И система, они как угодно ее могут называть. И через нее просто холодный воздух фугует в дом. Он попадает в дом и через систему вентиляции выходит. И заказчик к вам с претензией: извините, у меня камин сифонит, из него идет холодный воздух. А вы ему начинаете объяснять, а я ничего не могу сделать. Шиберной заслонкой вы не можете отсечь, потому что у шибера предусмотрена как защита от дурака. То есть она подрезана или там дырки стоят, поэтому она полностью не перекрывает. И движение воздуха и также дымовых газов происходит при закрытой шиберной заслонке всегда. И холодный воздух через него идет. Претензии к вам. Хотя вопрос с вентиляцией не решен у заказчика. И таких вопросов, в принципе, вы это всегда знаете, особенно вот сейчас осенью, зимой будет очень много. А почему? Потому что заказчик сэкономил на топке. Все. Вот такой маленький нюанс, который... вентиляция хорошо, а когда заказчик говорит, я потопил топку, а на утро прихожу, а в комнате все холодно. Все, там уже Дубай. То есть воздух с улицы опустился через дымоход, и он у вас в помещении. И поэтому заказчики просто в панике. А еще больше претензий, если достаточно с претензиями владелица, она быстрее учует запах гари. Потому что пока дым опустился, он прошел через дымоход и через камин. И вот этот кисловатый запах дегтя, конденсата практически учуивают за километры. Это раньше, чем холодный воздух войдет. Иногда заказчики вам говорят, почему от камина запах идет. А потому что просто она не герметичная, она не соответствует современным нормам, какие есть. А вы взялись за то, что вы ее установили. И вы должны вот понимать вот эти вот, потому что вы это сделали, вы пошли на то, по сути. Заказчик купил недорогую топку, и вы ее смонтировали. И претензии к вам. И претензии иногда звучит достаточно просто. А почему вы мне это не объяснили? Наверняка у кого-то эти такие моменты были. Были? Да, точно так же, если топка не герметична, это не решит. И иногда, кстати, по системе подачи воздуха, там тоже достаточно такие интересные моменты бывают. Заказчики иногда забывают перекрыть заслонку. То есть топка отработала, она не работает, а заказчики забыли закрыть заслонку подачи воздуха. И опять же к вам претензия. Пример из жизни.
Звонок мне от хорошего клиента, он говорит, а то, что на йотуле, на дефлекторе сосульки образовались, это хорошо или плохо? И получается, камин начинает работать просто транзитом. Он гоняет воздух с улицы через камин на улицу. И вот эта система просто стоит вот так вот, транзитом работает. Холодный воздух через камин вам идет. И опять же, такой камин разжечь, он что сразу же будет конденсировать, там сразу же пойдет влага, и опять же претензии к вам, и типа будет рекламация потом, что как это так, камин там имеет 5, 7, 10 лет гарантии, или типа а-ля Йотл 25, то есть и как вы с этим будете бороться. Опять же, по